Так, а кто у нас там birthday girl? Парам, подожди, я хочу показать, снимаю на видео. Вот Ниха, и у нее сегодня день рождения. Мы позвонили ее поздравить с утра. Позанимались, вот, кстати. Выходим из тренажерного зала и позвонили, чтобы поздравить ее с утра. Вот Параму кто-то звонит. Ладно, все, happy birthday. Днем рождения. Мы уже ей песню спели. Вот, а у нас еще такая неприятность, представляете, выходили с тренажерки, никого не было. И получается, что мы закрыли дверь, ну Парам, кстати, да, закрывал дверь на замок, а ключ обычно туда вот сверху кладется. И он положил туда сверху ключ, а он упал, получается, после того, как он закрыл, защелкнул замок, ключ упал туда. И вот парень пришел заниматься, а зайти не может. Ну, есть еще запасные ключи, ну, неизвестно вообще, тот человек проснулся уже, и вообще собирается ли он, или вообще, может быть, он и не в Матеране. И вот сейчас пытаемся как-то достать ключ. Ну, я уже пыталась палочкой. Кидар тоже попробовал, но у него не получилось. Давай, Парам, пролазь, как Винни-Пух застрянет. Голова пролазит, а вот живот точно застрянет в окошке. Да, Бабавин говорит, это Парам допустил ошибку, поэтому пусть он и достает. А Бавин только хихикает стоит. А я на видео снимаю. На окнах решетки. Все, ура! Операция успешно завершена. Привет всем! Вы зашли на канал Замуж в Индии. Сейчас я вам хочу кое-что показать. Парам недавно втайне от меня, да, по секрету, я даже не знала об этом, заказал одно такое вот интересное приспособление. Заказал онлайн, и вот это приспособление сейчас у него в руках. Эта штука может заменить Параму жену. Устройство, которое облегчает приготовление индийских лепешек. Чапати, Парам говорит, да, моя новая жена. Ну давай ее опробуем. Артур ушел на занятия, и мы сейчас будем экспериментировать, тестировать это новое устройство. Парам прикрутил ручку, справился. Я даже не касаюсь, потому что это Парама вещь, как говорится, ему с ней жить. Давай дальше. Парам, клубничку хочешь? У нас сейчас уже клубнику продают. Maybe you want cream? No, okay, no, later. Артур любит сахаром и с крем, это сливки. Обычно лепешки индийские раскатываются, на это уходит время и силы, но я вообще этим особо не занимаюсь, чаще всего у нас лепешки готовит сам Парам. Ну и, собственно, ему это не просто делать, и он хочет облегчить себе жизнь с помощью вот этого вот устройства. Little oil put here. Немножко, говорит, надо подсолнечного масла. Как я говорила однажды в одном из своих коротких видео, мой муж никогда не сядет за стол без индийского хлеба. Вот, смотрите, он смазывает. Нужно правильно еще уложить, видите, немножечко приплюснул. И сейчас будет нажимать. И лепешка должна получиться тоненькая. Вот получится ли она такой тоненькой, как надо. Как во время раскатывания с помощью скалки. Что такое? Прилипло? Неожиданный момент. Ну, так что здесь матч он такие, как Артур, и то лучше лепит. Not like Артур better, да. Ну, когда он только начинал. Артур, да, кстати, у нас хорошо умеет лепешки. Я, в принципе, тоже умею. Я специально, я уже вам рассказывала. Это я надеюсь, что Парам сейчас не понимает, о чем я говорю. Просто я не люблю этим заниматься, и вот я так придумала, что я не умею, и Парам сам себе, потому что я особо не ем эти лепешки, Артур тоже. В основном это для Парама. И вот пусть он сам себе и готовит, ну хоть что-то. Так, посмотрите, выползает с боков. Просто самой так интересно, я надеюсь, вам тоже интересно. Никогда не видела просто даже такое устройство. Сколько мы в гости ходили. Ну да, нормально.
Ну, надо еще потом посмотреть, какая она на вкус получится, что настоящая, нормальная, правильно приготовленная льняная лепешка роти должна быть полой внутри. Она. India one joke like this. Какую-то India, шутку парам. all joint family, no? All brother, wife, brother, sisters, like mama, papa, all together, na? This for you, your mama say, oh, you know, your husband don't make gold roti, round shape. Ох, не все понимают английский, тем более английский парама понимаем в основном только мы с Артуром, поэтому я объясняю, перевожу, значит, такая вот шутка, ну, практически то, чем я сейчас занимаюсь, это родители, когда отдают свою дочь замуж, дают ей такие вот наставления, мол, ты, дочка, ну, ты умеешь прекрасно готовить роти чапати, но когда ты войдешь в новую семью, не старайся, говорит, делай плохо, иначе они тебя заставят, и ты будешь всю жизнь пахать на эту огромную семью, ну, как, допустим, у Нихи. Родители мужа, еще брат со семьей, ну, и вот, скорее всего, вот жена брата, скорее всего, воспользовалась таким вот советом, поэтому у Нихи готовит только Ниха. Да, ну вот, посмотрите, что у нас получилось, окей. Так, это уже вторая лепешка. Получилась она лучше. Как Round пора... shape roti not coming like this. This is best. See. Говорит, очень важно добиться круглой формы. Чем круглее, тем лучше. Люди любят круглые. И вот, собственно, Парам этого и добился. А я поняла, почему он не зовет. Что-то пошло не так. Почему-то она прилипает. Что такое, Why? Why like this? Боже мой, посмотрите, она прилипает. Слишком too much oil or what? Может, ой, боже, посмотрите, вот так вот, ну, надувается, это хороший знак. Парам немного теста подготовил, сейчас это у нас как репетиция. Но это, как говорится, первый блин комом, может быть, второй будет более удачным. Но это, да, за такое никто не похвалит. Такую хозяйку, наверное, бы выперли обратно к родителям. Какой-то кусочек отвалился. Парам вкусно. Пытается себя реабилитировать. А, говорит, криспи, хрустящие. Roti must be crispy. Ну, конечно. Разные. Кто любит криспи, некоторые просят специально, чтобы приготовили. Не хрустящие, а мягкие. So what do you think? You will use? Ты будешь использовать это or not? Maybe sometime. Ведь, наверное, иногда буду пользоваться. Ну и мы сейчас заодно проверим подарок Бавина. Помните, он мне подарил вот такие вот контейнеры. Hot Box называется. Контейнеры, которые сохраняют тепло. Вот, кладем туда лепешку, закрываем. И она должна, как термос, держать тепло. Смотри. Смотрю. О, вот, ну видите, да, действительно классно, нормально. Да? Классно, ну классно. Может, это громко сказано, но неплохо. Еще потренируешься и будет тебе new wife. Хотя я думала, что я незаменимая. Говорит, меня устраивает. И даже несмотря на то, что я не пеку ему лепешки, все равно я его устраиваю. Смотри, better than before. Да? Все лучше и лучше. Раз уж такое дело, я вам полностью покажу весь подарок. Он состоит из 3 частей, из 3 вот таких вот контейнеров, 3 кастрюльки разного размера. Ну вот это вот для чапати действительно нужная вещь, ну для нашей конкретной семьи, потому что лепешки очень быстро остывают. И вот еще 2 контейнера, я не знаю даже для чего я буду их использовать. Я вообще никогда в жизни таким не пользовалась. У нас в семье был только термос, и мы им пользовались только зимой, заваривали витаминный чай из шиповни. Ну, может быть, да, вот когда мы на природу куда-то пойдем, те же котлеты взять с собой и есть их теплые. Спасибо. Thank you, Бавин. Вот, а если вы такие вот his пользуетесь... His папа? Да, я не знала. Оказывается, Бавин рассказал. Они, оказывается, да, всей семьей решали, какой подарок. И вот Бавина отец предложил такой вот подарок. Ну, у нас не совсем индийская семья, конечно, но будем modern Indian family. Вот, ну хорошо. Я же так и не договорила. Напишите в комментариях, если вы такими кастрюльками пользуетесь, как вы конкретно пользуетесь. Может быть, какие-то вы мне идеи предложите. Посмотрите, какая у нас клубничка. Примерно в 3 часах от нас есть тоже горный курорт, называется Махаблешвар, и его также называют клубничным раем, потому что там растет вот эта вот вся красота.
очень удобно, не надо даже никуда ехать, даже не надо в Нерл спускаться, прямо сюда к нам Матеран доставляют эту клубнику. Что касается цены, я не знаю, сколько здесь грамм, поэтому цену за килограмм я вам не скажу. Одна вот такая вот коробка стоит 70 рупий. Сколько здесь клубники, видите? Сверху положили более крупные, иногда даже вниз могут листочки положить. Но сейчас не положили, просто внизу более мелкие. Ну, как говорится, каждый зарабатывает как может. Ну, клубника, конечно, ароматная, вкусная. Вы чувствуете этот божественный аромат. Сейчас я для Артура хочу приготовить с сахаром и со сливками. А Парам и так может поесть. Я, кстати, тоже ем без сахара. Так, ну что, мои дорогие, мы пообедали, делюсь впечатлениями по поводу чапати. Я специально сама попробовала, потому что Парам делал вид, что все нормально, что вкусные, что ему понравились. Но на самом деле это получилась какая-то резиновая подошва, которую есть невозможно. Я еще, знаете, специально на коробочке прочитала. Оказывается, там написано, что это устройство предназначено для пури. Пури – это такие лепешки, жарятся в большом количестве масла, типа как чебуреки. Вот, Артур упал с велосипеда. Артур, что случилось? И сейчас я вам расскажу, как они поиздевались сегодня надо мной. Парам придумал шутку. Ну ладно, так, значит, что? В общем, устройство мне это не понравилось. Но пури мы не едим дома, это очень вредная еда. Так, иногда, если вдруг чего в ресторане бывает, едим в масле, да, вот как чебурек, ну кто такое ест. И я никогда на повторно масло не использую, поэтому это исключено, не домашняя еда. Вот, что касается термоса, который подарил Бавин, он действительно держит тепло продукта, но недолго, где-то полчаса. Вот, ну, в принципе, можно будет использовать. Мы иногда устраиваем небольшие пикнички. Окей, guys, let's go. Парам, видите, лепешечек наелся, животик округлился, да? Парам, чапати ботача. Нормально. Говорит, нормальный. Сейчас мы вместе с вами прогуляемся по магазинчикам, выберем подарок для Нихи на день рождения и отведем Артура на дополнительные занятия. Это получается, он с утра сдал экзамены, потом он уже посетил первые дополнительные занятия, пришел домой, поел. У него еще был сегодня урок вокала онлайн, и сейчас идет на вторые дополнительные. Ну, вот сейчас он вместе с нами прогуляется, хотел на велосипеде. А я сказала, нет, сегодня у нас суббота, посмотрите, сколько много людей. И он немножечко расстроился, грустно идет. И как они сегодня надо мной подшутили. Я не знаю, даже это можно шуткой назвать или это издевательство. Кто придумал? Папа такую шутку? В общем, друзья, я, получается, сижу дома на диване, и тут Парам несет Артура на руках. Я в окно это вижу, несет Артура и говорит, Артур упал. Ну и Артур, получается, на руках неподвижный. Я как это увидела, реально у меня в глазах потемнело, ноги как ватные. Ну и потом они типа, это шутка. Я открываю дверь, боже мой, а я не могу уже успокоиться. У меня как началась как истерика, расплакалась. Ну потом, конечно же, я серьезно с ними поговорила. И в итоге они попросили у меня прощения. Ну, знаете, я и так на нервах каждое утро просыпаюсь, смотрю новости. Ну, перед тем, как открыть телефон, прочитать новости всегда меня как трясет. И тут еще такой вот стресс получила. Очень неприятно. Ну, реально, это такие шутки могли бы привести к, там, я не знаю, какому-то сердечному приступу. Вот я сейчас Параму объяснила, но реально пришлось бы ему заводить вторую жену. Так, мы еще сейчас по пути зайдем в мастерскую. Здесь ремонтируют обувь. Да, ну, ask possible or not. Мои босоножки. Сейчас мы узнаем, возможно ли их отремонтировать. Я их очень люблю, но после сезона дождей они расклеились. Но если нет, так придется выбрасывать. Ну, а если можно, то почему бы не? Не, you don't want. Окей, тогда выбрасывай. Все, они не подлежат Ой, боже, я чуть не упала. Боже, что сегодня за день такой. Окей, no problem. Он говорит, я говорю, Парам, выбрасывай. Он говорит, я себя оставлю, может быть, он использует какие-то, как фурнитуру, для своей работы. Так, сейчас мы остановились, Артур что-то там для себя выбирает, а я вам хочу показать
обувь, какую у нас здесь продают. Обратите внимание, уже продают зимнюю обувь, да. Зима не за горами. И вот это вот все пользуется действительно спросом. Туристы, туристки приезжают в Матаран и переобуваются здесь. Фотографируются. Знаете, как им хочется для разнообразия. Когда мы утром звонили, поздравляли Ниху с днем рождения, она сказала, что сейчас она очень занята, сейчас действительно сезон, и мы тоже не можем никуда вырваться из-за работы. И что, мол, где-то через неделю или через 10 дней она хочет с нами вместе отметить свой день рождения. Ну, в принципе, это не факт, но в любом случае мы хотим ей сделать подарок. И вот сейчас подошли к киоску, где продаются сумочки. Посмотрите, какие красивые сумки. Мне кажется, это отличный вариант, как для подарка. Давайте выбирать вместе с вами. Вот Парам уже присмотрел. Ну, действительно, симпатичная сумочка. Артуру понравилась вот эта сумка. Нет, наверное, вот это вот, ну, мне кажется, да, что-то более женственное. Вот Парам говорит, может быть, вот это с тюльпаном, но это на любителя, это может не понравиться. Вот такая вот неплохая, действительно. Ну, повесь пока, сейчас я посмотрю. Ну, давайте вместе с вами посмотрим. Я так не могу снимать на видео и выбирать, просто сейчас покажу, вот какие здесь интересные орнаменты. Мне Ниха тоже дарила кошелек вот такого плана. На мой предыдущий день рождения, получается. Ну, то есть я из этого сделала вывод, из того, что она мне дарит. Футболку в этом году она дарила. Ну, значит, ей сумочка понравится. Так как сумочка в любом случае пригодится. Я тоже раньше, до того, как стала блогером, у меня было много сумок под разные наряды. Ну, а сейчас я ношу вот такое вот. Для меня сейчас самое главное, чтобы было удобно, чтобы можно было положить и быстро достать камеру, чтобы все застегивалось, чтобы никто не украл. Вот такие критерии. И чтобы легкая была. Вот. Поэтому я сейчас не имею много сумок. Так, я вам рассказываю что-то и... Ой, господи, посмотрите, чего вы кричите на ребенка. Не кричите. Так, вот, смотрите, еще какие сумки. Сюда много чего можно положить. Ну вот, кстати, то, что Параму понравилось, мне кажется, пока самый лучший вариант. Вот красивый какой цвет. Ну, надо, наверное, что-то более универсальное. Это детские вот такие вот сумочки, тоже симпатичные. Вот это вот очень удобно, да, вот сюда можно положить телефончик. Ну, по-моему, у них и такое есть, если я не ошибаюсь. А, мы ей, кстати, дарили, да, такого плана сумочку с путешествия, когда в Непале были. Ой, она действительно ею пользуется. Телефон, там, деньги. Так что нет, сейчас что-то другое выберем. Давай, Артур, активно выбирай. Ты молодой, стильный, у тебя хороший вкус. Мне зрители пишут, что у меня плохой вкус. Что Парам с Артуром лучше, чем я, одеваются. Зайдем, посмотрим, что здесь внутри продается. Рюкзачок. Но рюкзачок — это тоже определенный стиль. Я думаю, что Ниха в таком стиле не одевается. И здесь вот. Мне нравится вообще вот со слониками. В стиле хиппи. О, вот такое вот мне тоже нравится. Ну, если одеться в стиле хиппи, то, наверное, оно бы классно смотрелось. А, говорит, вот эти вот не снимай. Тут предупредил. Не знаю, ну, чтобы кто-то, может быть, не скопировал. Ну, окей, хорошо, не буду снимать. Представляете? А, говорит, он не хочет показывать другим продавцам. Это, ну, потому что действительно, да, может кто-то слезать этот товар. У нас это не единственный магазин с сумками. Видимо, те сумки пользуются спросом, хорошо продаются. И он не хочет, чтобы конкуренты себе такие же завели в магазине. Так, сейчас я попримеряю, вам покажу и заодно потом сама посмотрю это видео. Знаете, мне так действительно легче выбирать. Я когда себе одежду выбираю, тоже вот поснимаю и потом, как, знаете, как со стороны. Зеркало так не покажет, как камера. Так. Это то, что мы подобрали. Сейчас что-то из этих трех выберем. Ну, знаете, такие более универсальные, без претензий, сумочки.
которые в любом случае понравятся. Мы еще и скажем, если тебе не понравится, можно прийти поменять. Все, выключай. Я сейчас на видео посмотрела, мне понравилась вот эта вот сумочка. Она такая интересная. Кстати, это все кожа. Очень хорошего качества. Ну, вот Парам говорит, что маленькая. А потом уже, знаешь, ему надоело. Говорит, давай, хорошо, берем эту маленькую. Но она, мне кажется, какая-то интересная. Все-таки, ну, как с изюминкой. Артур, ты со мной согласен? Я уже боюсь сама делать выбор. Зрители что уже будут, когда смотреть, мы уже сделаем свой выбор. Да? Я же не онлайн снимаю. Ну все, Артур оценил. Хорошо, давай. Там еще другой цвет есть. А ну, one more color. Вот, посмотри, Артур, или вот этот вот цвет. Если, Хорошо, какой цвет? Если не можешь ориентироваться, бери сразу две. Говорит, я так тоже говорила, когда продавала. Говорила, если не знаете, что выбрать, берите сразу оба варианта. И они хихикали, ха-ха-ха-ха-ха. Да я бы с удовольствием, но не могу себе такого позволить. Ну и зачем вообще, да, одинаковые почти две вещи покупать. Короче, что делать? Я не знаю, давай, Артур, это считалочку. Давай. Нет, вон пошли. Это значит, выбывает или это значит, что она? Вот это Артуркин одноклассник Вайбау. А девочка, Артур, в каком классе? Такая большая. В 7 классе. Все, пойдем. Окей, we try go to Niham. Мы ей даже не звонили. Сделаем сюрприз. Зайдем, подарим и уйдем. Ну, просто, я думаю, ей будет приятно. Мы решили позвонить, все-таки предупредить ее, чтобы она вышла на главную дорогу, потому что, мало ли, может быть, они отмечают сегодня день рождения вместе со своей семьей, со своими многочисленными родственниками, ну, и ей будет неудобно, она подумает, что она должна и нас пригласить. Поэтому, вот, я думаю, для всех это будет лучше. Дети ко мне подошли, попросили линк. Бай. Бай-бай. Это туристы из Пуны. Я говорю, Ниха, у тебя есть какие-то предположения, что здесь? Happy birthday to you. Окей, see, check. If you don't like, you can change. Если тебе не нравится, ты можешь поменять. Size not very big, но она не очень большая, но она вместительная. Много чего туда можно поместить. And color, if you want this, I think this good. Oh, how now good. Ну, здесь not for this dress. Парам говорит, очень хорошо с этим сочетается. Но это как домашняя одежда у них. I said, go with husband to both of one day this birthday. Ниха говорит, ну зайдите, ну пожалуйста, чай. Говорим, нет. Окей, бай, Ниха. Кстати, красивое действительно вот это вот платье. Это что-то вроде ночной рубашки, но у нее... Бай-бай. Но у Нихи выглядит стильно и красиво, такая более плотная ткань. Некоторые индианки действительно как в ночнушке, а это как платье, прям домашнее. Вот, ну что я хочу сказать. Ниха довольная. Да, she like, what do you think? She very like. Да. Угодили. Ну, видно, что ей понравилось. И now new. Новая у нас проблема, это what we must buy for Бавин. Теперь нам надо придумать, что подарить Бавину. У него совсем скоро тоже будет день рождения, в начале декабря. Ага, вот, что ему подарить? Пишите в комментариях. Может быть, у вас будут какие-то идеи. Хочется ему тоже угодить. Вот, посмотрите, как здесь мило, вечерком сидят женщины, расчесывает, вот эта молодая расчесывает свою бабушку. Окей. Они тоже захотели, чтобы я их сняла на видео. Вот эта вот женщина, я когда-то снимала целый ролик был посвящен ей. Мы вместе ходили дрова собирать. Но тем не менее, вы видите, наша знакомая тоже вот одела на шею украшения. В носу у нее тоже есть сережка. Вот, в носу сережка.
Так что, в принципе, в любом возрасте женщина остается женщиной. Вот так вот ловко. Вот, видите, как удобно. И побежала, побежала. Посмотрите, как шустренько. Она так старается, позирует, кстати. Обратите внимание, какая грациозная походка. Я не смеюсь, это правда. Ровная спина, как струночка. И в такие-то годы. Вы знаете, я ни разу не видела среди деревенских женщин проблему сколиоза или там сутулости. У всех ровненькие спинки. Красивая походка. Что? Что? Листик нашел? А ну покажи, как ты срываешь листик. Ой. Оценю, как, насколько это тяжелый труд. Ну, давай, гиб. Деду. Так. Ой, а можно здесь... Чесма Никола. Забыла, что у меня на голове очки. Я их ношу как обруч. Так, ну что? Ой, чаппал क्या? Муж. हाँ, come on. Тяжело, я не смогу. Come on. Ой, реально? Не, ну вот так вот, если придерживать, то можно. Без рук я не смогу. Come on. Сейчас попробую найти равновесие. Сода нак. Дай два. Don't open. Так что, возможно, те, кто на меня давно подписан, ее помнят. Кстати, я иногда просматриваю свои старые видео, ну, мне интересно на Артура маленького посмотреть. Такие прикольные, я рекомендую. Заходите, друзья, на мой канал и выбирайте старые видео и просматривайте. Ну, не совсем старые, там не интересно, а уже где-то вот через год. Такой там прикольный Артур. Ну, не только Артур, и я тоже. И Парам. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.